Так, все, эфир начался. Всем привет. Как меня вообще слышно? Может кто-нибудь написать? Слышно ли? Ну, вроде у меня тут работает микрофон. Вроде видно. Я просто давно не проводил прямых эфиров. Вообще эфир у меня был года 4 назад и на другом канале. Вот тут должны, по идее, комментарии приходить. А комментарии пока нет. Напишите что-нибудь вообще, как слышно, как видно. Ждем, вот смотрю, люди появляются потихонечку. Так. Просто комментариев пока нет. И, соответственно, нету ваших вопросов. Все ли я тут правильно сделал? Вроде все. Так. Чтобы на вопросы отвечать. Чтобы на вопросы отвечать. Чтобы на вопросы отвечать. Чтобы на вопросы отвечать. Вот я, кстати, открыл на телефоне, да. А почему у меня здесь вот ничего не выходит? Что-то не могу понять. Так, подождите, пытаюсь настроить. Так, вот, все, вижу, чат пошел. Привет всем, так, значит, вот тут смотрю ответы. Так, привет. Все, привет с Алтая, Алтаю привет. Детвора в порядке. Значит, Новосибирску привет. Тут немножко, кстати, шумно сейчас. Я не знаю, слышно вам это или не слышно. На соседней улице свадьба. И вот прям даже здесь вибрирует у меня дома. Вот. Белоруссии привет. Вот все вижу. Понял, все, разобрался, просто давно не пользовался этим прямым эфиром. Вот это, можно сказать, что первый тут мой эфир, если вы знаете. Так, давайте буду по порядку отвечать на все вопросы. Так, на родину не собираешься? Собираемся поехать летом. Ну, пока сейчас делаем документы. Потому что Мире нужно сделать свидетельство о рождении. Вот вроде сейчас сделали, сейчас нужно будет ей делать еще паспорт. Поэтому собираемся. Так, какая модель дрона? У меня, значит, DJI Flight 2S. Очень хороший дрон, очень хорошее качество съемки, 5К. Ну, вы видите, суперски снимает вообще. Так, Польша, привет. Так, семья, все нормально. Привет из Беларуси. Ага, да, все, я сейчас расскажу. Значит, смотрите, я попал в Камбоджу первый раз в 2012 году. Я попал, почему? Я был в Китае, ну, я жил в то время в Китае. Я в Китае прожил 3 года. Почему я оказался в Китае? Потому что сейчас сразу это все вместе буду формулировать вам. Значит, у меня бизнес с Китаем. Вот многие спрашивают, какая у тебя работа, чем ты занимаешься. Одно из направлений – это импорт из Китая. Мы импортируем по всему миру, поэтому если кому-то что-то интересно в Китае заказать, вот уже больше 11 лет моя компания, весь наш коллектив работает над тем, чтобы доставлять грузы по миру. Конечно, основной поток грузов идет в Россию, вот, но также мы доставляем вообще во все страны. Вот, и очень много доставляли в бывшие страны Советского Союза, в Америку, в Камбоджу и так далее. Так вот, я, живя там в тот момент, это в 2012 году, первый раз приехал в Камбоджу, вот, и сразу, эту страну полюбил. Сразу, прям с первого раза. Кстати, очень много сюда друзей своих привез, и многие все, где здесь побывали, всем очень сильно понравилось. Вот, это то, что касается, как я первый раз сюда попал. А познакомились как? Получается, сколько это уже? 5 лет назад познакомились с супругой, с моей. Вот.
приехал сюда, просто познакомились по интернету, и все, и встретились. Достаточно простое, банальное знакомство. Вот. Так, смотрю теперь на вопросы, на ваши. Так, дальше. Так, Россошь, да, Воронежская область. Вот. Екатеринбургу привет, Самаре привет. Вот. Летом вообще мы живем в России, живем в Воронеже. Я хоть сам родом из Алтайского края, но вот в Воронеж попал еще в 2000 году и там учился. Потом уезжал, потом опять вернулся. Вот, потому что в Воронеже у меня первый брак, у меня первая супруга была из Воронежа. Вот. И у меня еще от первого брака есть дочь. Но я об этом рассказывал, если кто-то, может, внимательно смотрит. У меня дочери от первого брака 14 лет. Но сейчас дочь с матерью живет в Италии. Так, нужны ли визы с российским паспортом? Сюда, когда прилетаешь, можно получить визу сейчас по прибытию. Просто визу по прибытию ставят и все. Ну, тут никогда проблем с визами не было вообще. Камбоджа – это достаточно простая такая страна с визовым режимом. Вот. И можно тут ее продлевать и находиться, в общем-то, неограниченное количество времени. Но выезжать сейчас… Я, конечно, все вот эти тонкости не знаю. Ну, вот у меня как бы вот все просто проходит. Хотя я на самом деле, хоть я как бы и женат на гражданке, у меня нету тут вида на жительство, потому что оно не дается. Тут можно что-то заморочиться с гражданством, но это как-то очень сложно все. Поэтому, ну, камбоджийское гражданство, что оно даст? Особо ничего. Вот. Так. Как с вакцинами? Ну, чтобы сюда прилететь, сейчас нужна вакцинация. На самом деле тебя пустят и без вакцины, но нужно, тогда придется на карантине просидеть 14 дней. Вот. Поэтому обязательно нужно, чтобы был паспорт вакцинации. Они вообще все вакцины принимают, и даже вот там Спутник Лайт принимают, кстати, тоже. Ну и, соответственно, все западные вакцины, которые есть, и китайские. А сами они здесь вакцинируются в основном китайской вакциной. Ну, сейчас здесь все пошло уже на снижение, потому что ковид ушел куда-то. Короче, вот здесь, ну, я не знаю, люди перестали вроде, в общем-то, болеть, и они сейчас хотят все маски наконец-то эти отменить. Хотя так люди здесь еще везде в масках ходят, абсолютно везде. Вот. Что к нам летает? Долетает все. Вы можете просто открыть Skyscanner и посмотреть, на чем можно долететь. Конечно, сейчас, допустим, смотря откуда лететь, ну, если из России лететь, конечно, какие-то определенные трудности есть, но люди летят через Стамбул, допустим, Москва, Стамбул, Бангкок, и из Бангкока сюда. В основные сейчас как бы рейсы идут через Таиланд и через Турцию. Или через Эмираты можно также полететь, и еще можно полететь через Катар, катарскими авиалиниями. Так, привет Казахстану. Сколько нужно жить, чтобы комфортно жить в Камбодже? Сколько зарабатывать? Ну, на самом деле Камбоджа страна дешевая. Вот. Все зависит от того, какие у вас потребности. Допустим, если здесь в столице жилье, допустим, снимать, ну, теоретически где-то можно, наверное, долларов от 300 за какие-то вещи. Ну, на самом деле, здесь, понимаете, мне это сложно даже говорить, потому что рынок очень большой. Можно снять и за $50 просто какую-нибудь комнатушку по факту. Если, конечно, вот туристы иностранные, которые сюда приезжают постоянно тут жить, они вот живут там в Кампоте и в Кэпе. Там очень даже, кстати, неплохие там, ну, дома, там целый дом можно снять за $300. Но я видел, по крайней мере, такие объявления. Сам-то, если я туда еду, я там живу всегда в отеле. Так, читаю ваши комментарии. Как дела с туризмом? Ну, сейчас туристы поехали, сейчас туристы есть, сейчас едут иностранцы, едут европейцы, едут из России, я знаю, что туристы тоже едут. И мне, кстати, многие там подписчики писали, которые сюда хотели приехать, и вот спрашивали все информацию о том, что и как нужно. Очень много было вопросов, но так как все меняется, я очень просто как бы всех перенаправлял. Есть такая группа в Фейсбуке, она называется «Камбоджийская правда».
И вот там экспаты, которые говорят на русском языке, там с разных стран, там с бывшего СССР, они там обмениваются информацией, там максимально подробная информация. Так что, если вам это будет интересно, группа в Фейсбуке называется «Камбоджийская правда». Вся информация есть там, любой вопрос задаете, и вам там ответят обязательно. Ну, на работу куда тут устроиться? На самом деле, как бы люди работают на удаленках. Очень много, кстати, вот встречал ребят, которые приезжают, работают на удаленке там сами по себе. Может быть, устроиться... Я знаю, что работали, допустим, наши соотечественники в казино, крупье. Вот там они работали, когда в Синауквиле как бы были туристы. Но в Синауквиль вот только сейчас опять, я думаю, начнется туристический поток, и там опять все это будет возрождаться. Все равно как бы ковид достаточно сильно туристический сектор потрепал. Особенно это касается тех переводчиков, которых я знаю, там, и гидов, экскурсоводов, которые просто жалуются на то, что как бы туристов мало было. Ну, действительно мало, потому что были сложности сюда с заездом такие достаточно большие. Нет, я в Камбодже не то что планирую жить, я как бы живу сейчас на две страны. Лето – это в России, зима – это в Камбодже. Вот пока такой план. Все равно тут на самом деле немножко устаешь от Азии. Это мое такое мнение. Как бы все равно хочется все-таки лето проводить. В России лето хорошее. Мне очень сильно нравится. Я просто много где поездил, много где был. Я был в 47 странах. Вот за свою жизнь уже побывал, посмотрел, в каких-то жил просто. Вот, могу сказать, что лето у нас там лучше, чем здесь. Здесь хорошо зимой. Очень хорошо, конечно. Можно ли купить безопасно квартиру в новом районе? Да, здесь, кстати, иностранцы покупают жилье. На самом деле здесь вот сейчас рынок недвижимости испытывает такой бум, все растет, все строится, очень новый кондоминиум. Ну, в Пномпене жилье такое, не дешевое. Если вот вы видели там ролики про недвижимость, там вот, где наши соотечественники снимают жилье, то там такие квартиры, там, по сколько там, по 180 тысяч долларов, площадь там где-то около 80 там, с небольшим метров, достаточно недешевые. Вот. А в Синауквиле, вот я, допустим, например, сегодня видел объявление, было в Фейсбуке, там, по-моему, 48 тысяч долларов, нет, 58 тысяч долларов, 43 метра в Синауквиле. В хорошем таком студия, я так полагаю, что это, в хорошем таком здании, там бассейн у них наверху и такая всякая разная инфраструктура классная. Так, все хорошо, плохо видно, да? Ну, не знаю, может, у меня эта камера просто на ноутбуке. Ну, кстати, ноутбук такой, достаточно новый. Не знаю, почему. Я тоже вижу себя немножко размыто. Не знаю, почему. Ну, давайте так, как уж получилось. Севастополю привет. Да, камера мутновата, но не знаю, почему. Хотя вроде камера хорошая. Спасибо. Спасибо. Так. Я уже сказал, как я познакомился с женой. Уже это было, но давайте еще раз повторюсь, если кто только присоединился к эфиру, что приехал сюда, я познакомился в интернете, все. И все так. Ну, камера не запотела, давайте я сейчас проверю. Тут я сейчас чем-нибудь возьму. У меня тут тряпочка есть сейчас. Протру. О, слушайте. Слушайте, действительно, камера была грязная, что ли? Ну, это вообще. Сейчас намного лучше видно. Протер, все уже. Вот. Да, у Эпи этот бизнес, которым она занималась, сейчас она им не занимается. Там у них, короче, получился какой-то залет небольшой, и вот этот бизнес у Эпи немножко накрылся. Вот.
А так, чем сейчас она занимается, ну вот был же уже один ролик об этом, такие сделки, скажем так, по земле небольшие. Вот. Занимается этим по возможности. И то, как бы сейчас она просто занята как бы ребенком, пока все эти роды, все прошли, все остальное. Все-таки такая тоже сложная история рождения ребенка, но зато самая такая радостная. Можно ли купить землю и открыть свое дело? Землю иностранцам здесь не продают, либо продают только очень большие, скажем так, земли, или там, которые стоят там миллионы или десятки миллионов долларов. Вот это можно сделать. Иностранцам здесь, короче, нельзя. Но ты, если, допустим, у тебя большая есть финансовая возможность, то ты можешь здесь за инвестиции купить гражданство и начать покупать землю. Я просто знаю таких людей, которые покупали паспорт за большие инвестиции. По-моему, там что-то около $1,5 миллиона стоит, ну, очень большие. И они, соответственно, покупали землю и здесь занимаются строительством. Строительство здесь очень сейчас актуально, потому что здесь все растет, и я так полагаю, что люди на этом зарабатывают деньги, ну, особенно крупные компании. Здесь строят и китайцы, и корейцы, и японцы, и, ну, вообще вот очень много инвесторов таких с Юго-Восточной Азии. Камбоджа очень сильно изменилась, я вот говорю, я приехал когда сюда в 2012 году, там зарплата была $50 вообще, средняя такая, да, а сейчас вот спустя там 10 лет, ну, $300, там, $400 можно заработать на фабрике, если ты будешь работать. Если ты будешь работать, вкалывать, как говорится, и будешь, по крайней мере, не просто там обычным каким-то специалистом, а уже что-то уметь делать. Я снимал ролик, вы знаете, вот про девочку, да, она просто там какая-то закройщица $240 получает. Точнее, не закройщица, а обрезчица ниток. Это самая простейшая работа, которая только есть. Ну, Камбоджа выросла. Экономика у них растет на где-то процентов 8-10 в год в последнее время. Но из-за ковида росла на 4. Вот. И как бы у них жизнь немножко изменилась. Вот. Ковид ушел в Китай. Да, в Китае. Я в Китае не был 2 года уже. Очень хочу поехать. У меня там наши ребята как раз тоже застряли, но слава богу, что они там остались, и, по крайней мере, наш бизнес работает нормально, что мы можем проводить все, предоставлять все наши услуги, которые мы предоставляем. Так, как там вообще с живностью? Пауки с ладонь. Живность есть, живность залазит, живность есть, но в основном насекомые. Вот у меня здесь как бы в комнате залазят насекомые, а как бы там, ну, щели такие есть, у них как бы вот, даже стеклопакет, когда мы тут ставили, он такой, не такой, как у нас там, допустим, он такой изоляционный, да, а тут как бы они вот, ну, у них такие стеклопакеты. Конечно, надо было ставить изоляционный, потому что вот когда мы тут делали себе вот эту надстройку, тут вообще как бы 2 этажа, но вот мы тут настроили еще один, 3, и вот я как бы немножко разочарован тем, что не вник вот в эти стеклопакеты, и, короче, вот там небольшие щелки есть, и могут залазить насекомые. Кстати, есть одна проблема, могут залазить муравьи. Если какая-то еда небольшая упадет, просто муравьи могут прям огромной кучей прийти и пытаться эту еду искать, они сразу начинают чувствовать, вот что-то упадет, какая-то крошка, если тут что-то случайно съешь, они просто прибегают. Я вот вчера с ними боролся, так что вот лучше есть где-нибудь там внизу у нас. Так, вот примерно так. Ну и про живность, да, еще хотел сказать, вот у нас здесь напротив дом, да, и старый такой вообще, и вот там живут 2 питона, я их никак не могу увидеть, но мне их все время там видео показывают, если мне получится когда-нибудь заснять, я говорю, слушайте, обязательно, чтобы я показал всем подписчикам, чтобы они это увидели, этих 2 питонов, и они не хотят их поймать, я говорю, давайте там, может, как-нибудь их, чтобы поймали, их отвезли куда-то, нет, вот. Потому что вот напротив дома такой небольшой, такой как бы заболоченный пруд стоит, вот, и
там через дорогу еще один такой вообще здоровый такой пруд. Там по-любому какая-то живность есть. И лягушки все время квакают, и насекомые всякие. Вот. Ну и гекконов полно всяких маленьких. И один, кстати, здоровый геккон тут тоже лазил, я его вам тоже показывал в одном видео. Так, про живность вроде рассказал. Так, всем спасибо за хорошие пожелания. Вот. В деревне хибара за $20. Да нет, тут на самом деле, знаете как, сейчас тут земля начала очень сильно дорожать. Очень сильно дорожает земля. И они, кстати, многие камбоджийцы, вот они даже разбогатели на этой земле, потому что вот я вот, мы так как с землей сталкиваемся, иногда вот смотришь какие-то объявления, тут есть как бы, смотришь объявления здесь, вот, у нас тут на районе там большие участки там продаются там за десятки миллионов долларов. Я говорю, что вот где я живу, вот здесь вот в этом месте, здесь сотка стоит там от 20 до 30 тысяч долларов, сотка. Хотя тут как бы, это вот настоящий такой камбоджийский район, тут одни камбоджийцы живут. Я вот иностранец, тут иностранцев редко вижу, может какие-то это туристы, я не знаю, кто это такие. Хотя вот тут один парень работал, здесь есть парень из Грузии, мы с ним там недавно познакомились, мы, кстати, были там, вот когда яхта море, там я снимал вот этот ролик, Сандро его зовут, вот он работал ветеринаром на коровьей ферме, молоко там, и вот у них там, он работал ветеринаром, он сейчас обратно в Грузию улетел, не знаю, вернется, не вернется, сказал, что, может быть, вернется. Я хотел, кстати, с ним договаривался, чтобы поехать эту ферму заснять, он мне должен был этих коров показать, как они там, что они с ними делают, потому что коровы здесь это дорогое удовольствие, и вообще молоко здесь это дорогое удовольствие. Молоко здесь стоит $2 за литр, это самое дорогое молоко в мире, вот, потому что здесь с молоком проблема, потому что нету этих пастбищ, негде пасти скот. Якутии привет. Так. Ну вот дом, вот пишите, дом в деревне купить. Нельзя иностранцам покупать землю, нельзя. Просто так. Либо, говорю, либо большой инвестор, либо нельзя. Так, не собираешься съездить далеко и показать, как живут камбоджийцы? Смотрите, я планирую поехать в воскресенье с Виболом, с нашим певцом, который хорошо спел песню про велосипед. Мы с ним планируем. Я смотрю, что он понравился всем. Я буду по части брать с собой. Мы хотим поехать в вьетнамскую деревню на воде. Если получится там с ними договориться, ну, там придется им что-то за это, конечно, заплатить, для того, чтобы они нам дали заснять свой быт, как они живут. У них там, конечно, своя специфическая история, у них тут чуть ли там и паспортов каких-то нет, вот у них такая проблема, у них нет земли, и, короче, вот они живут на воде, они раньше жили там в Пномпене, сейчас их, короче, всех выгнали, и вот они спустили все свои дома по воде, вот от Пномпеня вниз где-то километров на 30-40. Вот, может быть, туда получится съездить. В воскресенье я поеду, если я засниму, то на следующей неделе этот ролик уже будет, и вы посмотрите. Да, доченька растет. Спасибо. Растет, все нормально. Как дела обстоят с криптой, есть ли обменники? Да, есть обменники, без проблем сюда можно как бы крипту загнать. Вот. Так, Воронежу привет. Если я приеду с котом, его не сидят. Ну, да не сидят, но они на самом деле, здесь вот у них есть такие вещи, что у них едят собак. И это сейчас как бы запрещено, это пытаются все запретить, правительство пытается пойти против этого. Но все равно это есть, и мне предлагали тут одни товарищи, как бы камбоджийцы, типа, хочешь ты сходить покушать собак или нет? Я говорю, блин, собаку я есть точно не хочу, хотя я гурман, я как бы ем много чего, если вы по роликам посмотрели, видели, но собаку я точно есть не хочу. Вот. Серега, привет, Ростову привет. Камбоджийки ведутся на наших, можно жениться, и как они в жены. Но, скажем так, европейцы, мы как бы к европейцам относимся, они как бы, есть камбоджийки, которые хотят с европейцами общаться, есть, которые не хотят. Вот. Поэтому здесь девушка познакомится как бы достаточно просто. Вот. Опять же, только там куда-нибудь там пойти, там
Здесь очень много всяких разных там мест есть, там всякие разные бары, там ресторанчики такие, там свободно познакомитесь, но получится, будете общаться, может быть, потом поженитесь. Много иностранцев женятся на камбоджиках, много. Что касается, как они там жены, ну, хорошие жены, хорошие. Мужчины уважают, вот это самое главное, очень, очень уважают причем. Так, всем спасибо. Когда приходят китайцы, цены улетают в небо. Ну, это глобализация такая идет. Китайцы в любом случае приходят, инвестируют. Я к Китаю отношусь нормально, потому что я Китай люблю. Я столько там времени провел, и столько раз там был, я его весь практически объездил. Вот, поэтому я к китайцам отношусь вполне нормально. Потому что я понимаю китайский менталитет, у меня как бы друзья китайцы есть. Вот. Кстати, когда они ко мне сюда приезжали, когда вот Тимур родился, приезжали на рождение, тут я им тоже показывал. Так, Москве привет. Уж лучше на Гоа, там намного дешевле. Ну, я, кстати, был на Гоа. Мне тоже Индия нравится. Индия тоже класс. Так, Севастополю привет. Блескина Игоря. На длительное проживание какие визы нужны? Жил в Тае, там постоянный геморрой. Каждые 3 месяца выезжаете из школы русские. Сколько стоит в год? Вот с русской школы это как бы такая, да, здесь нет русских школ. Вот у меня такая проблема, то что вот если ребенка нужно обучать русскому языку, я занимаюсь тут каждый день, вот у меня вот есть вот такие вот картинки, еще там все, и мультики и так далее. Я занимаюсь, но пока у нас как бы у него каша в голове, сразу 3 языка, и английский, и русский, еще и кхмерский язык, вот все сложно. Поэтому, что касается виз, вот вы спрашиваете, группа «Камбоджийская правда», вы можете там все вопросы задать, там люди подскажут. Да, Азербайджану привет, спасибо. Да, Бибол, он отличный певец. В Анкор собираемся. У нас здесь 23 числа будет мероприятие. Эпи будет отмечать свой день рождения, и плюс еще как бы рождение мира там будем тоже отмечать. И тут будет, короче, собираться целая такая камбоджийская традиционная история. Тут будет шатер ставиться. Я вам об этом все расскажу. Будет очень интересное дело. Так вот, и вот после этого мы собираемся поехать в Анкорбат, потому что приедет ее сестра Эпи, двоюродная. Вот, и она хочет она приедет там с детьми со своими, она прилетит из Гватемалы. Она у нее замужем за американцем там. Вот, они там в Гватемале сейчас живут. Вот. И мы потом планируем поехать в Анкор-Ват. Я хочу Анкор-Ват поснимать обязательно. Попробую взять пермит, чтобы мне дали там полетать на дроне, потому что там же зона аэропорта, где сам находится Анкор-Ват, и вот, может быть, будет проблема, чтобы с дрона все снять. Анкор-Ват — это, конечно, крутейшее место, я там был много раз, все видел, храмы, хотелось бы тоже снять хороший ролик, об этом рассказать. Тобольску привет, Подмосковью привет. Как вы переносите акклиматизацию после ковида, есть ли проблемы? Ну, у меня как бы ковида-то не было, я так думаю. Ну, может, и был вот год назад, не год назад, а летом там мы ездили в Европу, в Грецию, и вот у меня пропадали запахи пропадали, вкусы. Но температуры не было. Хотя я как бы был вакцинирован. Вот. А климатизация здесь по климату, климат специфический, потому что здесь как бы жарко. Вот сейчас, кстати, самый жаркий сезон, там до 35 бывает днем, и сам Пномпень просто он такой жаркий. Если вы приедете в Камбоджу, едете обязательно в Синопиль. Но в Пномпене тоже есть что посмотреть. Очень интересный город. Город меняется, преображается, вообще супер. Становится такой многонациональный. Здесь вот все, вот любые кухни мира уже практически есть, вообще все есть. Очень много экспатов есть. Здесь есть такие места, вот мы тут с ребятами ходили, когда рождение мира отмечали. Там вот такие улочки, всякие баров есть, очень такие аутентичные, прикольные. Так что вот кто будет, обязательно попадайте в Пномпень. В Пномпень тоже время проводите. Греции привет. Да, я эфир обязательно сохраню, потому что мне не хочется уже повторяться, потому что некоторые вопросы повторяются. Вот.
Если порталы по недвижимости, ну, русскоязычных конкретных порталов нет, есть местные порталы, что-то наподобие агрегатора там такого, который показывает цены там на все про все. Я могу ссылку оставить, он называется Кмер24, Кмер24, вот такой. Там есть, но у них, как правило, там, ну, хотя цены есть, да, цены есть. Вот это можно посмотреть. Так, классный контент, развивайся, спасибо. Я уже про бизнес, про свой рассказал, вы потом посмотрите в записи. Вот впечатление, что просто все не работают, а на что вы живете? Я работаю каждый день, 24 часа на самом деле. Мой бизнес – это 24 часа. Я просто работаю на удаленке, у нас все на удаленке происходит, весь бизнес, которым я занимаюсь. Мы здесь, кстати, еще несколько проектов как бы в Камбодже планируем, которые открывать, но когда мы запустим один проект, расскажу какой. Он такой связан со сферой образования. Так что я занимаюсь несколькими бизнесами, и жена еще занимается, поверьте. Работа постоянно, потому что когда ты занимаешься бизнесом, ты работаешь как бы на себя, и у тебя голова все время забита этим постоянно. Так что здесь вам, может, просто кажется. Серфинга нет. Есть виндсерфинг. Иногда, когда есть большие ветра, в Синауквиле люди на доске гоняют. Вот, когда большие ветра дуют, это в сезон дождей, когда идут такие шторма, там очень классно. Вообще, мне в сезон дождей больше даже нравится, чем сухой сезон. Хотя в сухой сезон очень хорошо поездить на мотоцикле вообще. Я всю, кстати, Камбоджу объездил на мотоцикле, вообще всю. Вот надо будет, сейчас вот никак не могу выехать, потому что вот пока рождение дочери было, пока там туда уезжал. Много контента, много чего есть поснимать. Мне просто на самом деле это вот блог, который веду, это вот мое хобби в большей степени. Для того, чтобы открыть ту Камбоджу, чтобы многие люди просто посмотрели и поняли, что вот такая еще есть страна очень интересная. Камбоджа очень интересная. Так, я сказал свою профессию. Занимаюсь бизнесом, несколько направлений. Еду в метро, смотрю вас. Блин, в метро класс тоже. Спасибо, что смотрите. Значит, мне 42 года. Какая вот тут разница у вас в возрасте с Эпи? Мне 42, а Эпи, получается, с 90-го года. Да, ей будет 32. Но мне будет 43 уже. Получается, 11 лет. Архангельску привет. Фото свадебные, ну, конечно, есть. У нас, на самом деле, свадьба была в России. Там вообще такая долгая история. Если я вам про эту свадьбу буду рассказывать, это капец. Там, с этими бюрократическими документами, со всеми. И здесь была бюрократия, и в консульстве ошиблись. И в России там ни черта не приняли. Такой был нервяк. Эпи пришлось дважды смотаться. В Россию там меня юристы обманули. Ну, там такая была со свадьбой история. Свадьба у меня была 14 февраля 2020 года. А потом, кстати, как раз, да, ковид начался. Вот. Мы уже поженились после рождения сына. Вот. Примерно как-то так. Но мы планируем здесь еще свадьбу сделать, когда все будет открыто, когда не будет вот этих ограничений. Мы это хотели сделать еще в 2021 году. Вот. В итоге у нас это не получилось сделать, потому что, ковид этот начался. Потом еще куча каких-то причин. Сейчас тем более еще мира маленькая. В итоге мы решили где-то, наверное, года через 2 мы сделаем камбоджийскую свадьбу по всем понятиям, по камбоджийским, все как положено. Вот там с монахами и со всеми. Я приглашу всех. Приглашаю на свадьбу, кстати. Приезжайте. Так, смотрю дальше. Вопросы. Так что, если хотите свадебную фотографию посмотреть, зайдите в мой инстаграм. Там есть свадебная фотография. Одна точно есть. Чите привет. Да, королевство Камбоджи, да. Белгороду привет. Да, я же сказал, у меня тут свадьба за стеной. Ты знаете, как лупит? Я просто слышу вот эту музыку. Я уже говорил, что там свадьба на соседней улице. А у них, знаете, когда у камбоджийцев, если у них свадьба, то они там на самой свадьбе находиться невозможно, потому что там колонки просто тебя выносят. Тебя просто. Если ты где-нибудь еще около колонки сядешь, то это вообще страшная история. Лучше вообще куда-нибудь уходить. Нам сотрудники пока не требуются. Вот. Но если будут требоваться, то я как бы сообщу. Вот. Hello, my friend. Приветствую.
Да. Если вы хотите открыть компанию, здесь можно, в Камбодже можно открыть компанию свободно, приезжайте, заезжайте, открывайте компанию, все. Компанию открывать можно на, ну, любой иностранец может открыть. Я вот, кстати, сейчас открываю одну компанию здесь как раз на себя одну. Вот. 2 месяца ее открываю, нет, месяц ее открывают по стоимости. Можно самому открыть ее, было за $1200, но все бы это заняло бы примерно где-то месяца 3, потому что тебе его там урыжили бы конкретно, потому что здесь как бы вот с этим моментом все сложно, там ходить, не ходить, но мне пришлось там, я буду доплачивать чуть-чуть, $700 сверху, и обещают открыть за месяц. Вот. Открывать там, какой-то американец тут живет, но женился на камбоджике давно, уже такой старый такой мужик, такой нормальный парень. Вот. Открывает, короче, компанию. Это у него бизнес там. Он не только этим занимается, все. Вот. Как-то так. Так, давайте смотрю дальше. Так, Нью-Йорку привет, блин. Я в Нью-Йорке был 3 раза, Нью-Йорк вообще супер. Люблю бывать там. Каракалпастану. Я прошу прощения, может быть, сразу так не выиграл. Вам тоже привет. Да, счет в банке можно открыть, но счет в банке можно открыть, если нужно иметь контракт, чтобы где-то здесь работать. Но как бы эти вещи все решаются. Если кому-то это нужно, как бы у меня есть как бы друг, который может с этим помочь. Если вам здесь нужно открыть счет в банке, приходите, открывайте. Открывайте счет. Так, спасибо. Спасибо за... Так, Бресту привет. Ну да, сын заговорит на 3, потому что вот у ее сестры, вот они, получается, живут в Гватемале, у нее сестра ее там двоюродная, и там, получается, у них испанский, английский и еще камбоджийский. Вот у них дочь, она только в 3 года начала говорить, но она сразу начала говорить на 3 языках, сразу на 3. Вот. А сейчас как бы вот у Тимура такая проблема, что ему приходится это, там, кто-то ему, я вам показываю, говорю, желтый, он мне такой, yellow, просто так и говорит yellow, и все, или там показывают, я говорю, 1, он такой, one, все, просто вот у него такая тут идет каша. Но я с ним только на русском говорю языке, вообще, только абсолютно на русском, для того, чтобы у него не было никакой-то, а там мать уже с ним там, Эпи, она говорит и на русском, и на английском, я говорю, блин, разговаривай на одном, но женщины, они вот так, да. Кредитную карту можно ли получить? Не знаю, я как бы здесь кредитную карту не брал. Ну, наверное, может быть и можно будет. Смотрели ролик про рисовую водку, как она вам? Да, рисовая водка, кстати, мне очень сильно понравилась. Может быть, я тогда был просто на эмоции, потому что то место, куда нас Вибол привез, это вот его родственники, он как бы организовал все нам это путешествие. Вот. Мне очень понравилось вообще, вкусная прям, вкусная. Но вот одна, которая такая легкая была, она где-то примерно до 20, там, ну как саке. Вот как саке, вот если кто пробовал саке японское, вот оно такое, вот такая же такая, прикольная вообще и просто дешевая. А которая вот покрепче, 30 где-то градусов, тоже нормальная, тоже вкусная. Ну, блин, сколько она там стоила? По $1 литр. Ну, очень дешево, очень дешево и качественно. Тем более он говорит, что они там для себя все это делают. Вот. Так что вот водка класс, попробуйте. Вот я на Филиппинах, кстати, не был. Вот на Филиппины я хотел попасть, и это вот было в момент до ковида, вот были планы как раз попасть там в мае месяце, и вот в итоге не попали мы вообще. А как ты сам относишься к крепким спиртным? Ну, я выпиваю. Ну, как бы не то, чтобы там часто, но могу выпить, конечно, крепкий. В хорошей компании, с хорошими друзьями, однозначно. Но здесь вообще не пьют крепкие, здесь все пьют пиво. Вот, пиво и пиво. Вот у них даже сейчас вот эта свадьба играет там, у них там тоже пьют пиво.
Вы видели ролик по свадьбе, там одно пиво. Вот и все. Там нету водки. Я просто, если они водки выпьют, то они сразу, короче, это опьянеют совсем сильно. Я, кстати, вот сейчас вам презентую ролик, который я сделал, сколько уже, наверное, неделя прошла. Вот, он просто, наверное, в ближайшие дни, может, в воскресенье выложу, или даже больше в субботу. Вот, где мы водку, я купил бутылку водки, у меня была селедка, я ее привез из дома. Вот, и они первый раз пробуют селедку, а один наш друг пробовал первый раз водку. Вообще первый раз водку. Так они там вообще в восторге оказались. Водка, селедка. Так и ролик будет называться, так что посмотрите, я думаю, будет интересно. Но там не очень большой, 14 минут. Барнаулу привет. Вот, Барнаул. Я жил в Барнауле в 2003 году, когда там работал и служил. Я как бы бывший военный, я просто послужил. Ну я в Барнауле сначала в армии служил, вот, а потом после армии еще как раз я уехал в Воронеж, там отучился. Я учился в военном училище. Вот, а потом попал в Барнаул по распределению, отработал 9 месяцев и все, и уволился. Все. Ну, не мое. Как бы бизнесом. Мне все время нравилось заниматься бизнесом, торговлей и всем остальным таким, поэтому я не стал как бы военным. Вот, хотя у меня со мной одноклассники, очень много кто продолжает служить до сих пор. Вот. Чите. Привет, Чите. В Чите я, кстати, был в 98 году. Вот. Поймешь, кто это? Красава. Ну да. Тогда вот, может быть, мы там и виделись как раз. Сколько нужно денег на проживание минимум? Ну, я вот, смотрите, могу так сказать. Здесь можно отобедать, отзавтракать и отужинать. Доллар. Все. Вот. Доллар завтрак, доллар обед, доллар ужин. Можно так спокойно вообще. Вот у меня у соседей, которые здесь вот напротив, у которых там свое заведение такое простое, у них вот что ужин стоит доллар, что завтрак. Обеда у них нет. Я раньше думал, почему нет обеда, но потому что здесь очень жарко вообще вот в обед. Прям жарко. Я раньше к этому как-то так сильно не относился, вот как стал здесь уже так конкретно жить, я просто понял, что здесь жарко и в обед, ну, кто-то ест в обед. Ну, я как бы тоже обедаю, в общем-то. Так, вот примерно так. Как получить права и стоимость авто? Ну, права здесь как? Просто вот берешь свои права, да, вот, допустим, откуда там, с какой-то страны, вот, приходишь, там берешь документы, там, значит, там всякие контракты, у тебя должно быть, где ты живешь, и тебе их просто меняют. Дают тебе права на год местные. Потому что здесь с обычными международными правами, которые пластиковые карточки, там какие в разных странах выдаются, они здесь, эти права, недействительны. Если тебя остановит полиция, то ты должен будешь за это заплатить. Но они тебя не останавливают, если ты будешь ездить на этих мотороллерах, на мопедах. А вот, допустим, мотоцикл, который вот у меня есть, да, если меня остановят, то уже нужно платить. Вот. Но меня, правда, ни разу не останавливали, но у меня есть сейчас уже права, я себе сделал. Вот. Просто тебя меняют, они у тебя, короче, год эти права есть. Вот. Но можно еще и отучиться, специально пойти в кмерскую школу. Вот у меня тут друг, так этот Евгений, которого вы видели, он эти права себе там сделал на 10 лет. И вот 10 лет тебе не надо ходить сдавать. А мне нужно просто каждый год будет просто перевыпускать, там, ходить. Вот. Что касается машин, машины здесь дорогие. Здесь машины дорогие, потому что здесь дорогая пошлина. Пошлина достаточно большая, потому что они тем самым пытаются какие-то налоги собрать. Если сравнивать с Россией, то, ну вот я могу сказать, до момента всяких скачков, которые начались в 2021 году, до момента скачков, машины здесь стоили ровно в 2 раза дороже, ровно в 2. Вот если вот взять, допустим, начало 2021 года, если сравнивать с Россией по ценам, машины здесь стоили ровно в 2, вот просто вот ровно в 2. Вот такие дорогие здесь машины, дорогие. Вот. Они здесь как делают? Они вот, допустим, если есть старые, допустим, какие-то машины, они их просто берут, перекрашивают, они как новые просто выглядят, и все, там все меняют внутри, и там, ну, камбоджийцы в этом деле
такие ребята. Вот, так что здесь автомобили очень дорогие. Дороже, наверное, я не знаю, дороже, чем везде, наверное. Сейчас вот водички перепирну, а то говорю. Так, и буду продолжать отвечать на ваши вопросы. А если отовариваться в маркете? Это по поводу, маркеты здесь, смотрите, здесь вот супермаркеты, которые есть, много продуктов очень импортных. И они достаточно дорогие. Вообще супермаркеты, они тут для иностранцев. Вот иностранцы туда ходят. Не, конечно, ходят к меры достаточно, у которых есть как бы деньги туда сходить. Допустим, если ты если ты зарабатываешь там $200, как вот эта девочка, да, она не ходит там, допустим, в этот супермаркет, который тут у нас есть на районе, потому что он считается как бы дорогим. И там как бы такие цены не дешевые вообще. Мясо здесь дорогое. Допустим, я люблю баранину. С бараниной здесь вообще большая проблема. Как бы во-первых, она дорогая, плюс она это замороженная, новозеландская. Никакая вообще. Никакая. Вот, а килограмм стоит на кости, короче, вот такой кость, сколько там, $15 килограмм. Просто вот это, нога такая подрезанная, там даже мало мяса, это 15. А, короче, какая-нибудь такая корейка, которая баранья, она стоит где-то, наверное, $25. Дорого. Потому что все импортное. Здесь потому что нет. Если покупать местную говядину, она стоит там, не знаю, там максимум 5, наверное, долларов. Свинина стоит, я вам это показал, свинина стоит там 4-5. Недорого. А вот баранина здесь дорогая. И импортная всякая разная говядина, всякие там стейки. И если, допустим, здесь как бы тоже это все дорого, потому что это все привозное. Все везется из Австралии, Новой Зеландии, что-то везется из Америки. Вот так, отвечаю на следующие вопросы. Спасибо. Всем спасибо за хорошие слова. Большое спасибо. Так, привет от Вячеслава из Читы. Вячеслав, привет. Так, сделай окрошку на квасе и угости гостей под рюмочку. Вот посмотрите сейчас ролик, так как они селедку ели. Селедка, кстати, такая не самая хорошая была. Вот я, конечно, там, когда дома-то у нас покупаешь в бочках, она такая качественная. Это вот в банках, но она не та. Но все равно им очень сильно понравилось. Ценник проживания, в общем, дешевле, чем в Тае. Я в Тае-то не жил, я в Тае был много раз, но в Тае я не жил. Наверное, может быть, просто одинаково. Опять же, я еще раз повторюсь, Камбоджа сильно различается по регионам. В столице как бы жизнь дороже, чем везде, просто дороже. А если, допустим, жить в Кэпе или в Кампоте, где сейчас вообще вся диаспора иностранцев туда переместилась, потому что когда Синауквиль был, когда там не было вот этого застройки вот этой большой, когда он был такой деревней, все, кто там был, наверное, помнят все. Да, конечно, там было суперски вообще, там такая была атмосфера, энергетика вообще супер. То там вот было много иностранцев. Как только китайцы начали вот это строить, и не только китайцы, весь Синауквиль отстраивать, все эмигрировали, кто на острова, кто в Кэп, кто в Кампот, кто-то в Сиан-Рип. Сиан-Рип, конечно, далековато. Люди туда поехали, и везде разные цены. Везде разные. В Пномпене дороже всего. Дороже всего. Так, давайте дальше смотрю. Сибири, привет. Я сибиряк, если кто не знает, вот с Алтайского края родом. Камень на Оби, мой город. Вот. И каждый год я пытаюсь попасть туда всегда. У меня родители там и друзей очень много. С видео с соседями, да, вот завтра посмотрим. Или завтра, когда выложу. С соседями, да, с соседями мы дружные ребята. Им, во-первых, интересно, я же иностранец. Где они еще с иностранцем пообщаются просто? Где? Для них я как экспонат такой. Всем интересно все равно. Но, во-первых, все равно они все приветливые. Я могу сказать, что все приветливые, такие добродушные. Все равно, в любом случае, есть там, может быть, кто-то там из людей менее добродушный. Не то чтобы там прям все, но все равно люди такие, достаточно простые. Так, Краснодару привет. Большое спасибо за хорошие слова. Есть у них государственная идеология, но государственная идеология у них, конечно же, есть.
У них партия, вот этот People, как же, не помню точно, как называется, Cambodian People, да, такая партия есть, ну, государственная партия, да, у них, кстати, их руководитель страны правит страной уже давно. Можно сказать, что практически с момента, когда когда режим Пол Пота упал, вот с этого момента он уже руководит как бы страной очень долго. Это было в 79 году режим Пол Пота упал, вот понимаете. Он был как бы один из тех, кто вот как раз пришел в момент того, когда освобождалась, он вместе там с Вьетнамом пришли, но там очень длинная история, если вам это интересно, вы просто посмотрите в интернете, история Камбоджи, о том, как тут вообще все происходило. У меня на самом деле один ролик есть в обработке, я брал интервью у очевидцев, до сих пор его толком не обработал. Вот сейчас хочу этот ролик обработать, будут очевидцы, те, которые были в режим Пол Пота, когда здесь происходил такой геноцид. Тут, конечно, страшные были времена. Если бы вы смотрели ролик с полей смерти, этот ролик есть один. Вот, а следующий ролик должен был быть я должен был выпустить его вот с этими людьми. Они все говорят, кстати, по-русски. И Вибол там, кстати, есть вот ваш любимый певец, кто вам нравится. Он, кстати, очень хорошо рассказывал. Он рассказывал там, что было вообще во времена Пол Пота. Он очевидец, он там был подростком, он это все помнит. Вот. Ну, такая-то страшный момент истории Камбоджи. Так, давайте я дальше буду смотреть. Привет. Где можно работать без опыта и сколько можно зарабатывать? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Где можно работать без опыта? Да, может быть, где-то и можно. У всех же, смотря, главное найти работодателя, кто даст такую работу. Вот. Ну, кстати, знаете, тут какая есть история по поводу работы здесь? Я вот обратил внимание, если есть какой-никакой английский, то можно поискать, допустим, работу на островах в отеле. И вот многие отели берут к себе на ресепшн иностранцев. Я вот вижу, что они там живут. Они получают там небольшие деньги, не знаю, сколько точно. Но они живут при отелях, все время на островах, все время в такой хорошей, классной атмосфере, потому что на островах здесь нереально круто. Нереально. Я не знаю, могли ли мои ролики вам передать эту атмосферу, эту энергетику, то, что здесь происходит. Но вот и они там живут, получается, при отеле, на островах, наслаждаются, ну, работают там. Такая текущая такая жизнь. Они там работают на ресепшене. Там, менеджер ресепшена там показывает там номера, заселяет и так далее. Много вот иностранцев так работают, приезжают. Но это надо сюда приехать. Вот. Ну, сейчас как бы в Синоуквилле все начинает обратно восстанавливаться после ковида. Я думаю, что можно будет найти работу. Главное просто приехать и все. Как бы сюда. Вот как-то так. Так, в Москве привет. Интересно узнать, чем вы занимаетесь. Я уже рассказал, чем я занимаюсь уже 2 раза. Пожалуйста, вы просто потом посмотрите эфир в записи. Уже все рассказал. Несколько у меня бизнесов. С Китаем в основном самый основной бизнес связан. Ну и здесь есть несколько проектов, которыми я занимаюсь. Много ли населения в сети интернет, или у них это еще не развито? У меня здесь, кстати, оптоволокно. Отличное вообще оптоволокно. Я как бы не ожидал, что он тут будет, но тут оптоволокно. А вообще как бы сотовая связь везде, практически всю Камбоджу покрывает. И вот даже когда едешь с Пномпеня в Синоуквиль, практически везде 4G работает. Вот. Smart такая вот есть здесь компания, но она самая такая развитая. Smart везде берет. Ну, практически везде. Так, на что живешь, все есть уже. Я уже рассказал, на что живу. Привет из Анапы. Анапе тоже привет. Был в Анапе много раз. Джимми Т там. Вот. Спасибо. Так, мой сосед приехал из командировки. Так, про соседа немножко не понял. Новосибирску привет. Спасибо за поздравления.
Я служил, раньше это называлось Федеральное агентство общественной связи и информации, ФАПСИ, а потом это стало ФСО. Вот, служил там много-много лет назад, уже практически 20 лет прошло. Саш, ты по их меркам богатый? Ну, слушайте, как понять богатый? Ну, это такой сложный вопрос. Ну, как бы я как бы не нуждаюсь, вот так вот я могу сказать. А как бы богатым себя относить. Здесь на самом деле вот есть улица, вот где я живу, там дома стоят, я не знаю, такие дворцы там, но они любят вот эту всю роскошь. Ну, дворцы, я не знаю там сколько там, 3000 квадратных метров, просто вот огромные такие дворцы, они стоят миллионы долларов. Все это здесь страна таких контрастов, просто контрастов таких. Вот, тут вот рядом от меня идешь, люди живут вообще без земли, у них земли нет, просто вот они вообще живут без земли, у них просто вот, если вы видели ролик «Дом без земли» называется, посмотрите, кто не смотрел, у них нет ничего, да, вот вообще, а тут же вот стоит дом, там, это хозяин фабрики, тут фабрика кофру делает, да, там, не знаю, там, ну, минимум $500 000 стоит, а может быть даже больше, потому что там много земли, просто земля, говорю, здесь земля очень дорогая, и многие здесь заработали на земле, вот китайцам эту землю попродавали, потому что здесь, кстати, сейчас очень много подкрывалось фабрик. Вот, подкрывалось фабрик, здесь сейчас везде шьют джинсы. С Китая они все переместились сюда. Здесь, кстати, Adidas отшивается точно, здесь отшивается Armani Exchange, здесь отшивается, по-моему, даже что-то из Zara. Короче, здесь много чего отшивается. Текстильные производства из Китая сюда все мигрировали, и китайцы здесь, ну, китайцы сами эти фабрики все построили, и все. Вот очень много вот этих фабрик, и прям вот их же возят, я, по-моему, в одном ролике показывал, короче, так интересно, просто такой грузовичок небольшой, там люди стоя стоят, просто такой грузовик, я не знаю, там сколько, человек, наверное, 30, вот он везет их, вот такая вот интересная картина, с фабрики, всегда развозит домой, там грузовик такой. В Крыму баранина сейчас по 500 рублей. Ну, это же, это баранина такая нормальная. Это здесь, я говорю, кости за $15. Вот, я покупал и сделал, но вообще не понравилось вообще. На белорусский завтрак 1 рубль, даже меньше. Но у нас за рубль не покушаешь. Немножко тут я не понял. Вот здесь. По этому вопросу. Так, ну давайте, задавайте еще вопросы. О, мы практически уже час проговорили, я это не заметил. Вот. А как с преступностью, с простыми туристами, как с преступностью? Значит, смотрите, страна вообще очень безопасная. Нападения на туристов абсолютно никакого нет. Есть одна проблема, которая в Пномпене. Проблема следующего рода. Если ты вот берешь телефон и просто вот как-нибудь его так неловко держишь, вечером, днем, неважно когда. Есть преступники, разбойники, которые поедут на мотоциклах, они ездят на скоростных, на таких, на спортивных, и которые выхватывают эти телефоны. У иностранцев, как правило, если у тебя какая-нибудь золотая цепочка будет такая, которая будет видно хорошо, они тоже могут из тебя ее сорвать. Их, конечно, ловят. Когда их ловят, это все, им, конечно, конец сразу. Их там просто начинают убивать, потому что они, на самом деле, когда происходят какие-то ДТП, вот, кстати, с ДТП всегда стараются скрыться люди. Если они какие-то серьезные, когда пострадало много, там особенно часто тут происходит с грузовиками здесь. Вот, ну, я сейчас чуть попозже расскажу про эти правила дорожного движения. Давайте я начал рассказывать про преступность. Так вот, и вот в Пномпене эта история есть, когда выхватывают телефоны, сумку могут выхватить. Когда едешь в тук-туке, там телефон нужно все равно как-то. Вот я даже когда еду иногда в тук-туке, сам когда там езжу в центр, допустим, когда я еду не на машине или еду не на мотоцикле, то я стараюсь все равно как бы этот телефон как бы к себе поближе прижимать, чтобы никто его там мне не выхватил. Вот. Потому что 2 года с половиной назад, когда родился Тимур, я там вышел на улицу вот с этой же клиники, где, кстати, Мира
родилась. И вот держу так телефон, вот просто так вот телефон держу, и вот просто вижу, что сбоку кто-то несется. Я просто раз успел вот так себе. Вот прям 2 парня проскочило на мотоцикле. Они могли просто телефон вырвать и все. Вот я прям, ну мне просто повезло. А так иностранцы постоянно все это теряют. Кто не знает, кто к этому не готов. Вот это проблема Пномпеня. В Сиан-Рипе этого нет, потому что в Сиан-Рипе как-то жестко они за это взялись, но просто еще город такой небольшой в Сиан-Рипе, и там как-то можно всех этих вычислить, бандитов вот этих всех, которые занимаются вот этой ерундой. Вот. В Синауквиле вроде тоже особо этого не было. В Пномпене, да, бич Пномпеня, так называемый. Вот. А другой никакой преступности нет. Здесь можно как бы спокойно идти, тебя ночью никто ничего не нападет, не украдет, разбоем никаким не нападет. Это не Южная Америка, да, где там можно попасть под какую-нибудь раздачу. Или там, допустим, какие-то, даже у нас там есть районы, допустим, такие опасные, что можно просто залететь. Здесь нет. К иностранцам очень хорошие отношения, очень хорошие. Ну, главное, как бы самому себя еще вести достойно. Если ты, конечно, будешь там что-то барагозить, то как бы можно получить. Вот. Ну, я, допустим, никогда не барагожу, а уважительно. Вот. Так, тут много вопросов налетело. Так, привет. Был ли ты в джунглях? Опасно ли там? Много ли там змей? Ну, я был, конечно, в джунглях, потому что тут джунгли... Ну, змеи есть, конечно, там на водопады я ездил, еще куда-то. Но это было вот... Я еще даже ничего не снимал. Так в джунглях я был, ребята, вот на этом, на острове, когда на Сан-Лейме я просто шел по джунглям, просто шел. Вот было такое... Отчаянный был мой ход, такой 2 часа до маяка идти, его еще я, кстати, даже толком не заснял, просто там какую-то фотку разместил, да. И в джунглях там живности полно, я видел всех там, и ящериц, и каких-то белок, и обезьяны бегали, и птицы пели, там очень красиво, такое интересная была такая поход или как поездка, можно так ее назвать. Закон работает качественно у вас? Ну, конечно, работает. В общем-то, все тут работает. Вот. Но, конечно же, это не европейская страна. Так нужно сказать. Молодая развивающая страна со своими моментами. Вот. Ну, а так, конечно, здесь есть свои законы, которые у них тут тоже расписаны, конституция есть, все есть. Все работает. Фрукты. Ну, какие-то фрукты в джунглях растут. Какие-то фрукты в джунглях растут, наверное, я не знаю. Я в джунглях ничего не собирал, потому что от тропинки в джунглях уходить достаточно опасно. Там как бы можно на кого-нибудь наступить. Ядовитых змей много. Много змей есть, и вот года 3 назад я как раз в это время был в России, и мне как раз Эпи присылала видео отсюда, вот с этого района. Ядовитая змея была такая, зеленая какая-то ползла. Но не так много все равно. Вот я был на Шри-Ланке, на Шри-Ланке, вот там живности в разы больше, чем здесь. Вот, по крайней мере, вот если в Пномпене, ну тут просто мы еще в городе живем, вот поэтому, может быть, все равно хоть тут и как бы можно сказать, что это частный сектор, как его еще лучше назвать. Здесь все равно живность как бы заползает, да. Ну вот я просто про Шри-Ланку стал говорить. На Шри-Ланке много, вообще очень много было там. Так, некачественно шьют. Купил кроссовки New Balance в фирменном магазине, почти 200 баксов. Оторвалась подошва. Наверное, неквалифицированные кадры. Так это уже претензию к New Balance нужно делать. На самом деле, тот, кто размещает заказ, они должны брать и проверять. Вот. Я когда был в Китае, когда жил там, я джинсы производил. Я как бы специалист по производству джинсов. Ну, получил-то одно из моих дел было. И продавал джинсы на весь мир, продавал арабам. Там у меня был оптовый магазин в Китае. Вот там вот, где Шарик. Если кто был в Гуанчжоу, кто знает Шарик, на Шарике у меня был магазин, вот я там торговал. И я как бы вот какой ты заказ разместишь, что ты сделаешь, точнее, какое ты поставишь техническое задание, так и сделают. Дашь какой-то дешевый материал, ну и будет дешевое все. Китайцы могут сделать все. Они тебе сделают за любую цену, просто нужно понимать. Можно сделать металл, допустим, там, или в изделии что-нибудь. Можно сделать что-то дешевое, а можно сделать как бы более-менее качественно. Поэтому вот я вот насчет качества так вот могу сказать.
Кем вы работаете, я уже сказал. Я уже сказал, что несколько бизнесов есть. Вы посмотрите, эфир будет в записи. Нужно открывать русскую школу и сад. Но здесь нет такого количества русских. На самом деле был какой-то период. Я не знаю, я особо как бы... Вот у меня есть как бы там круг общения небольшой, там 4 человека, 3-4 человека, с кем я общаюсь, и все. Вот, как-то... Здесь не так много людей, чтобы, чтобы была русская школа и сад. Нет, ну, мне так кажется, я не знаю. Это нужно какую-то статистику смотреть, сколько здесь вообще проживает. Привет тебе из Питера. Питеру привет. В Питере вот был, когда... В 21 году был 2 раза в Питере вообще. Питер очень люблю. Очень классный город. Жене понравилось в России. И какую еду она нашу пробовала, когда она была в России, что ей понравилось, что не понравилось. Мы вот улетели, 7 ноября мы улетели из России тогда вместе. Ну, ей нравится, конечно, в России. Ей нравится летом, зимой не нравится. Когда начинается, потому что в Воронеже, допустим, все-таки зима такая, там вот это свинцовое небо, которое может месяц быть без солнца и все. А так ей нравится, конечно. А из еды ей нравится, да все она русскую еду ест, она гурман, она все, борщ ей нравится, селедка ей нравится. Там. Кстати, селедка это вообще, чтобы иностранцам селедка нравилась, это достаточно такая эксклюзивная история, потому что мало кому нравится селедка. Я сколько раз китайцам давал, китайцы все нет, это не наше. Вот. Так что всю русскую еду пробовала, все ей понравилось. Вот. Но если мы в Россию поедем, то этим летом, то будем тоже снимать. Я вам буду снимать, что там им нравится. Вот. А если что, то поедем все вместе, еще и бабушку с собой возьмем. За что могут посадить и что с налогами? Ну, здесь как бы налоговая система какая? Платишь налог, платишь НДС и все. Ну, не платишь налоги, значит, соответственно, будешь за это попадать. Вот и все. Посадить за что могут иностранцев? Ну, за что тут Полонский сидел? Вот за что-то же его посадили. Вот тут как бы тут надо тоже находить общий язык. Если большой бизнес, то да и небольшой, любой бизнес, находить вообще с властями какой-то контакт. Как бы, так что попасть тут можно, наверное, за какую-то неправильную историю. Если ты там неправильно как-то сделал, или что-то там неправильно сделал, или где-то там нарушил закон, то понятно, что тебя за это посадят. Вот и все. Здесь как бы сидят в тюрьмах иностранцы. Сидят китайцы сидят. Тут в Синоуквиле постоянно происходят какие-то... Вот, кстати, с криминалом... Есть китайский криминал. Я вот видел статистику, что они там кого-то там даже убивают. Там даже за последние, наверное, вот месяца 3 я видел там, наверное, 3-4 убийства. Прям вот с оружием. Там китайская мафия, скорее всего, чем они там занимаются. Там находили у них и оружие, и наркотики, и там людей они держали в плену в каком-то, Вот там такая была история, да. Вот это вот в новостях я это видел не раз. Так что тут вот китайская вот эта история, да, она есть. Спасибо за стрим, спасибо. Шнянь. Чнянь. Нужно говорить не шнянь, а чнянь. Чнянь это вкусно. Чнянь. Вот такой вот у них язык такой. Так, если открыть фирму, сдавать нулевую декларацию, то можно жить вечно. Да, можно фирму открыть на себя, и ты будешь, получается, сдавать нулевку. И очевидно, кстати, ты будешь сам себе делать визы, и все. Ну, здесь можно жить без виз, как с визой, есть пенсионерская виза. С 50 лет тут можно никуда не выезжать вообще, просто 50 лет, тебе только после 50 лет нельзя жениться на кмерке ни на одной, вот они тут, у них такой закон. Вот если тебе 50, то ты уже не имеешь права жениться, все. А до 50 ты можешь право жениться, и потом с 50 ты будешь уже жить здесь не выезжая вообще, просто продлеваешь. Вот как синус, если вы смотрели ролик про синуса, да, синус, 65 лет человеку, да, он живет тут уже с 2014 года. Никуда ему выезжать не надо. Здравствуйте, а как с постоянным электричеством? Где вы там проживаете? Как вода из крана питьевая? Нет, вода из крана не питьевая.
Электричество здесь дорогое. У нас электричество стоит 18 рублей, по-моему, сейчас. 18 рублей за киловатт. Если в рублях, для понимания. Или 0,8... нет, подождите, я не прав. По-моему, 18 центов. Давайте так, чтобы на доллары ориентировать. 18 центов стоит электричество. Электричество дорогое. Электричество дорогое, бензин дорогой. Бензин стоит $1,5. Вот. Потому что своего ничего нет, и вот все это вот они, получается, импортируют. Ну, какие-то свои тепловые станции здесь есть, которые здесь генерируют электроэнергию. Да, я сказал, по-моему, про воду. Вода не питьевая. Вода не питьевая. Вот есть вода. Вот сейчас я с водички еще пивну. Воду вот я такую покупаю себе для питья. Так, там много вегетарианцев. Ну, камбоджийцы не вегетарианцы. Это не как в Индии, да, там в Индии, допустим, люди, вегетарианцев много по религии. Здесь пища сама по себе не тяжелая, но едят они практически все. И мясо, ну, в большей степени она все равно, в большей степени присутствует все-таки всякая трава, там какие-то овощи и все остальное. Вот этого больше всего в еде. Вот. А мясо там, ну, чуть-чуть там этого мяса будет совсем. А с женой и детьми в Россию поедете. Ну, если мы поедем, то мы поедем все вместе. Если мы поедем все вместе. Вот. Я зимой, вот я был же в феврале в России, я вот летал на 3 недели по делам, по бизнесу. Нальчику привет. В Нальчике был один раз. У меня там живут друзья мои. Из Сибири привет. Всем сибирякам. В Питер. Ну, в Питер я не смогу, наверное, поехать так. Вы там на ПМЖ? Нет, я говорю, что у нас, кто не слышал, летом проживание в России, а зимой мы проживаем здесь. Ну, не зимой, полгода там, вот так, скорее всего. Ну, а там как получится вообще, по обстоятельствам. Ташкенту привет. Вот в Ташкенте не был, хочу, побывать. Очень сильно хочу побывать. Вообще в Среднюю Азию попасть хочу. Вот в Средней Азии не был нигде. Я был на Кавказе, в Армении, в Азербайджане и в Грузии. А вот в Средней Азии нигде вообще не был. Пенсия здесь есть только у госслужащих. Вот вопрос про пенсию. Пенсия есть у госслужащих, у военных, у полицейских. Ну, короче, все, кто работает на государство. Вот. Если ты на государстве не работаешь, никакой пенсии у тебя нет вообще. И ты просто, тебе должны кто-то тебе должен помогать. Там. Дети. Ну, тут такие семьи, вообще, многодетные в основном. Очень много семей многодетных. У них вообще много детей. Они, вот если вот посмотреть статистику, как раз вот в страшные времена, когда были с 75 по 79 год, население было всего 7,5 миллионов. А в момент геноцида здесь было каждый третий человек погиб. Получается, погибло 2,5 миллиона. И вот на 79 год было 5 миллионов человек, грубо говоря, да. А сейчас практически 20. Вот за 40 лет практически они в 4 раза увеличили население. 18 миллионов сейчас. Вот. Семьи большие, детей полно. Много кто рожает. Вот у Эпи, у нее получается, она просто от одного отца, а потом у нее, получается, был отчим. И вот бабушка наша, она, получается, Эпи родила, плюс еще 4 мальчиков, еще девочку одну. Один мальчик там, правда, погиб в 5 лет. Вот, так что там тоже такая большая у них семья. Вот. Да, это вот так вопрос, у вас свой дом или снимаете? Это свое собственное жилье. Вот. Я уже говорил, по-моему, об этом рассказывал. Мы здесь еще надстроили еще тут они двухэтажные такие, называются ячейки так, ну типа таунхаусов, как у нас это, да. А вот мы еще надстроили здесь 3-й этаж, где я сейчас с вами разговариваю. Вот.
По поводу профессии. Моей профессии. Я вот учился, у меня там 3 образования. Экономическое и техническое одно. Еще я и учитель физкультуры. Заканчивал колледж. Вот. Так, будьте добры с открытием счета в банке россиянинам. Как сложно. Но в связи с последними событиями сложности были какие? Спрашивали по поводу, наложены ли там на вас санкции или нет, потому что я сейчас как раз открываю здесь одну компанию там для одного проекта нашего нового. Сказали, что типа сначала мы не открываем россиянам счета, хотя на самом деле мы открывали счет в канадском банке. А потом сказали, не, все нормально, откроем, и все, и открыли. Ну, не открыли еще, вот должны открыть. Поэтому как бы проблем с этим нету, в общем-то, с открытием. Но все равно как бы какие-то такие вопросы все равно возникают. Вот. Так, Мюнхену привет. Был в Мюнхене в 2018 году на Октоберфесте. Вообще классно было. Супер. Октоберфест. В каком городе проживаете? Ну, я уже говорил, да, вы просто поздно подключились. В Воронеже. Перелеты до России не закрыты. Перелеты есть. Перелеты есть через, повторюсь, Стамбул, Дубай и Катар. Вот. Через Доха в Катаре, там перелеты есть. А так, допустим, сингапурские авиалинии закрыты перелеты. Ну, как бы много чего закрылось. Вот. Как там поживает самая младшая доченька? Так, спасибо большое. Спасибо большое за пожелания. Вообще всем большое спасибо за все пожелания, которые есть. Да нормально все, как бы растет. Тимур ревнует и как бы это, конечно, интересно смотреть, но прям видно, что у него ревность такая, потому что как бы все равно там, она же маленькая, за ней нужно это. Но что-то вот поплакивала, вот последние несколько дней что-то поплакивает. Ну ничего, как бы. Мне проще, у меня нянек просто много. Я, если честно, занимаюсь, но я если занят там по работе, занимаюсь работой. Вот, так что вот так. Так, напомните, пожалуйста, про визам и про прививку. Смотрите, сейчас в Камбоджу можно залетать даже без ПЦР-теста. Вот они отменили ПЦР-тесты. Просто показывайте вакцинацию и все. Должна быть вакцинация, но, по-моему, она должна, вот я как знаю, что не меньше, чем полгода. Не более, чем полгода. Потому что мне вот сейчас нужно будет там по делам в Таиланд вылететь. Я вот сейчас думаю, у меня, потому что тоже там через полгода она заканчивается. Точнее, заканчивается вот в ближайшее время. И вот я успею ли я в этот период или нет, но вот как-то так. Еще раз говорю, «Камбоджийская правда» группа есть такая в Фейсбуке. Фейсбук, «Камбоджийская правда», там вся информация есть, люди пишут, делятся. Очень хорошая группа для того, чтобы какие-то вот такие вопросы по Камбодже решить. А с дочкой от первого брака общаетесь? Ну, конечно, общаемся. Вот я когда был в России в феврале месяце, я с ней очень много времени проводил. Вот, конечно, общаемся. Вот. А дочь сейчас, кто не слышал, она сейчас живет в Италии. Переехала вот буквально буквально недавно. Чтобы приехать к вам на зимовку. Зимовку здесь проводить зимовку отлично. Вот. Отлично. Вот погода позволяет, нету дождей, вот как раз вот практически нет дождей. С ноября начинается такой сухой сезон. Декабрь, и в декабре здесь погода такая, бывает даже ночью там 19 градусов, это просто класс. А так, конечно, здесь вот, если поехать куда-то в горы, в горы здесь они такие невысокие, там Мандункири называется. Ездили пару лет назад туда в январе,
Я зимой там замерз, там было 12 градусов. 12. Для меня было дико в Камбодже. Я просто не ожидал, что в Камбодже может быть 12 градусов вообще. А там просто возвышенность такая, и вот там достаточно прохладно. Там, кстати, кофе растет очень, очень крутой, вот этот, который популярен в Камбодже. Вот в Камбодже есть кофе. Очень хороший, вот мне нравится, да. Перец камбоджский. Я про камбоджский перец снимал ролик. Очень сложно у меня получился. Мне, кстати, вот вы спрашиваете про мою дочь первую, да, вот она, кстати, мне помогала переводить. Там, потому что был достаточно сложный перевод. Там вот этот пожилой немец, который сложный был у него английский. Она у меня, кстати, там по-английски очень отлично разговаривает, в разы лучше меня, и меня все время сейчас это подучивает. Так. Будем рады знакомству, сопровождать Октоберфест. Наконец открылся. Да, ну как-нибудь. Да, Мюнхен класс. Как Тимурчик? Спасибо. Тимурчик нормально. Как бы такой через край подвижный парень. Подвижный через край. Ну, мне говорят, что я такой же был в детстве. Через край активный. Вот. Так что растет парень, растет. Вот занимаемся. Я уже сегодня показывал. Тут у меня вот этих вот куча вот таких вот умные карточки. Тут учу его русскому языку. Ну, так тяжело, это просто тяжело. Показываю, говорю ему желтый, он говорит yellow. Когда получится заснять питона? Я занят этим вопросом, Я поставил там задачи всем, кто там гамак у нас стоит это, на улице, вот кто там лежит, сидит в гамаке, я говорю, сразу сообщите мне. Вот. А питоны, да, они вот таскают куриц, потому что здесь тут сельское хозяйство кругом такое. Вот. Вроде бы как, оно как бы город, но в то же время вон сосед, у которого, если вы видели ролик, что пьют камбоджийцы, это я там еще когда канал продвигал, снимал. Вот. У этого там соседа, у него там утки живут. Ну, там у него такой вот утки, куры, такой вот. И вот это эти питоны, короче, этих уток и кур едят. Вот это вообще просто кора. Вот. Ну, хотя на самом деле я считаю, что достаточно опасно, потому что тут очень много детей бегает. А если питон, если он там 3,5 метра, то он как бы может и на ребенка напасть. Это, кстати, очень опасная история. Ну, наверное, он все-таки тоже боится, он же тоже все-таки понимает, что не надо к людям лезть. Так. Когда приблизительно ожидать ролики, вы имеете в виду из России, когда? Ну, я не знаю, может быть, нам нужно, я еще раз повторюсь, нам нужно сделать сейчас документы. Мы делаем документы, потому что пока тут вот Мира родилась, вот практически уже прошло 3 недели, мы только-только смогли там забрать свидетельство о рождении, потому что и то это свидетельство о рождении сначала мы забрали на кхмерском языке, потом, соответственно, мы понесли, там нужно нести в Министерство иностранных дел Камбоджи, чтобы они специально поставили там свою апостиль для российского посольства, потом идти в российское посольство, они там будут какой-то период это делать, они заверят это, потом они будут делать паспорт. Как только все это будет готово, только тогда, возможно, мы как бы будем уже планировать поездку. Вот. Привет Калининграду. Спасибо большое, спасибо. Не дешевой Камбоджа стала, ну, конечно, Камбоджа стала не дешевой. То, что было здесь 12 лет назад, то да, но если 12 лет назад сравнивать, допустим, что было с российским рублем, то вот все просто посчитать то так можно. Хотя цены выросли на жилье, безусловно, выросли, потому что страна развивается. Вот. Она развивается, что становится. Но, опять же, если в долларовом эквиваленте смотреть на все, то не сильно. Не сильно она выросла, если в долларах смотреть. Хотя, как бы, нужно понимать, что все равно же еще идет инфляция, допустим. Особенно сейчас. Сейчас цены, кстати, на все... Здесь они жалуются, то, что у них тут цены на бензин сильно выросли.
и где-то что-то на продовольствие. Но в общем все равно как бы я могу сказать, что если брать, допустим, 10 лет назад и сейчас, то в долларах это не сильно заметно, как это было в долларах. Оружие можно иметь? Ну, конечно же, нет. Нельзя здесь иметь оружие, но я думаю, что оружие здесь как бы осталось, потому что здесь же все-таки была война, и, может быть, как бы у людей оно и есть где-то на руках, потому что мне вот как бы говорили местные ребята, что на руках оружие есть, потому что была гражданская война, здесь была война, получается, вот даже Вибол рассказывал, он даже был на войне, а он, получается, смотрите, в 79 году режим красных кхмеров здесь пал, и началась вот эта вся тут местная у них история с войной, они там в джунглях они красные кхмеры скрывались, они с ними воевали, даже Вибол, когда вернулся из СССР, он вернулся в конце 80-х, он тогда уже был на фронте, вот он рассказал, был на фронте, там что-то там делал. Так что вот здесь долго это все тут длилось, по-моему, в 99-м, что ли, году только все это закончилось, когда их там с красными кхмерами, когда было закончено все. Вот как-то так. Спасибо большое, всем спасибо. Новосибирску привет. Можно сказать, что близкие совсем земляки. Новосибирск. С доченькой все нормально. Вот все нормально. Сейчас уже это спит. Так, слушайте, ну мы уже 1,5 часа с вами беседуем. Блин, интересно. Вот. Я готов еще ответить на несколько вопросов и думаю, может быть, уже пора будет закругляться. У нас 22-25. Так, были с Виболом в деревне, есть ли у них интернет? С Виболом, когда были в деревне, да, тогда, ну какой интернет? Проводного точно нет. Есть сотовый. Есть сотовый интернет, и, кстати, нормально работал вообще. Там, я говорю, что здесь сотовое покрытие вообще отличное, все абсолютно покрывается. В городах хорошая связь, у них со связью вообще нормально. Еще раз повторюсь, я говорил, у меня дома здесь это оптоволокно. И хорошая скорость. Так, привет Краматорску. Краматорску привет. Так, привет вашей жене. Спасибо. Да, в Красноярске тоже время, да. Блин, в Красноярске я был в 97 году. Так, поступал там, не поступил. Спасибо. Так, спасибо. А тарелки летают, НЛО. Так, я понял, что уже это, может быть, уже все устали, раз про НЛО начали спрашивать. Ой. Так, НЛО, но я здесь НЛО не видел. Вот. Чем занимаетесь в данный момент? Я говорю, что у меня несколько направлений бизнеса. Одно из самых основных направлений – это импорт из Китая по всему миру. Как вы относитесь к спецоперации на Украине, России на Украине? Ну, смотрите, происходящую трагедию я комментировать не буду, я буду здесь разговаривать только про Камбоджу. Я знал, что сегодня кто-нибудь мне такой вопрос задаст, поэтому я сказал свое мнение, что трагедию это я как бы не хочу здесь обсуждать. Последний репортаж про закрытый город для состоятельных. Откуда и сколько для закрытый город для состоятельных. Это откуда и сколько? Вы имеете в виду, что вот город, который где там, в смысле, деревня, где живут люди, что ли, вот получается, ну это не город, это там просто такой поселок. Но тут люди много кто чем занимается. Я как бы не знаю, как у них, конечно, бизнес. Здесь как бы состоятельных людей здесь очень много. В Пномпене. Это факт, потому что здесь посмотришь, какие машины иногда ездят, ты едешь, там тебе Ламборджини какой-нибудь едет, или там какой-нибудь вообще, может, Макларен какой-нибудь ехать. Роллс-Ройса тут постоянно встречаешь вообще просто. Ну, любят они пошиковать. Любят. Есть тут деньги. Есть как бы... Многие там, может быть, говорят, что типа там Камбоджа там какая-то вся беднота и так далее. Ну, как бы и беднота есть, и состоятельных людей много.
Если взять там саму структуру бизнеса самой Камбоджи, там очень много на экспорт чего уходит. Она экспортирует одежду отсюда, такие вот, допустим, там какие там рис, там какие-то вот эти все фрукты. Надо просто посмотреть, какие статьи у них экспорта. Я как бы в это особо сильно не вникал, но очень много сейчас производств именно с одеждой и с обувью. Так, питонги. Да я их не видел, этих питонов. Нет, не видел. Какой основной бизнес для богатых? Но я уже, по-моему, сейчас сказал, чем люди занимаются. Пропустил, как вы связаны с Сибирью. Я родился в Камне-на-Оби, Алтайский край. Оттуда родом. И родители у меня там живут сейчас. Привет из Петрозаводска. Если приехать на зимовку, то куда? В Синауквиль. А лучше всего, опять же, что вам нужно? Можно поехать в Кэп вообще. Но в Кэпе море не очень хорошее. Мне в Кэпе море не особо нравится. Если вы видите ролики, посмотрите про Кэп. Там море такое достаточно... Ну, на острова там тоже надо выезжать. В Синауквиле можно сразу купаться. В Синауквиле, чем хороший Синауквиль, белый песок, отрас, бич, вообще супер, вообще просто класс. Так, вот по поводу рыбалки, да, вот насчет рыбалки снимал, не Да я как на Камчатку съездил на рыбалку, мне неинтересно стало тут рыбачить вообще. Камчатка, конечно, меня поразила. Это просто какое крутое место. Крутейшее. Поэтому здесь как-то, вот, не знаю, просто вот... Я на острова, когда ездил, я там рыбачил. Я рыбачил там сам. Просто там с пирса забрасываешь эту леску с крючком и ловишь. Там наловил каких-то небольших там с ладошку рыбок, и они тебе прям в ресторане их пожарили. А там есть богатые мужчины для нас. Ну, кстати, они, кстати, любят европеек. Вполне. Сюда можно как бы женщины с белой кожей, пожалуйста. Они очень, очень популярны на самом деле. Они любят. И камбоджийцы, и китайцы еще к тому же. Вот и все. Так, про визы я рассказал. Визы уже есть. Это уже было. Свободно приезжайте, получаете. Привет из Омска. Омску привет. Это у меня брат мой живет троюродный в Омске. Так, народ у вас гостеприимный. Так, как вам как хорошо относится? Да, я говорю, вот к европейцам относятся очень хорошо. Очень хорошо. Вот к китайцам они, может быть, относятся не очень, как правило. Ну, вот так вот. Я просто это слышу. Я никогда не видел, но вот я слышу, что к китайцам как-то не очень. А вот к европейцам очень хорошо. Когда нерест идет в реки. Нет, мне нравилось на Камчатке рыбачить морская рыбалка, морская. Мне не нравится. Если честно, я когда был, мы там рыбачили, да, я видел этот весь нерест. Мне не интересно ловить вот эту нерестовую рыбу там на как там его, на спиннинг. Мне интересна только морская рыбалка. Нам очень сильно понравилась морская. Так, Галина Магатова, вдовой идеи, понятно, спасибо, что много ли в Пномпее геев. Но у них тут, они, кстати, на самом деле толерантные вообще к этой всей истории. Вот, и у них как бы, у них нет, скажем так, какой-то гомофобии, что какого-то болгамения, как бы их видно, они здесь как бы есть, и так что эта страна, ну, она, наверное, как и Таиланд, там у них все всякие там есть и трансвеститы, и все остальное. Поэтому здесь у них... Просто это на самом деле по буддизму. Все-таки религия играет большое значение, потому что в буддизме там, если там хочет человек делать это, то пускай он и делает это. Вот и все. И поэтому, если ты как бы вот что-то ты хочешь делать, то ты это делаешь. Вот у них в буддизме так. И поэтому они относятся если к выбору человека, если он там, допустим, хочет делать это, значит, он это делает. Вот. Это его личное право.
Так что вот у них в этом вопросе вот примерно так все и происходит. Так, Барнаул, привет. Барнаул практически мой тоже родной город. Практически рядом. Как часто будут эфиры, вопросы на ответы? Ну, давайте как... В общем-то, мне понравилось. Но я уже, кстати, немножко приподустал. 1,5 часа тут сижу, говорю с непривычки. Ну, могу отвечать. Но чем больше будет вопросов, я просто не могу понять, сколько в чате. Я тут ничего не вижу. У меня тут какое-то окно другое вылезло. Показывайте кого-нибудь вообще, сколько в чате человек находится в нашем в эфире. 123, 124. Ну, немного, как бы. Хотелось бы, конечно, большего увидеть. Ну, ладно. Так, ждем новые ролики. Омску привет. Так, какие ковидные ограничения? Да, Union Pay, ковидные ограничения сейчас какие? Ну, маски только носятся и все. Но уже так. Уже все. Я думаю, закончится эта вся эта история с этим ковидом. И они сейчас сказали, что они отменяют маски в 2 провинциях. Посмотрят, если у них там не будет заболеваемости, то отменят везде, и все. И все это закроется, наверное. А может, потом уже и вакцины эти все отменят. Слава богу. Union Pay, да, Union Pay здесь везде есть, потому что здесь Китай. Здесь огромное присутствие Китая, поэтому здесь есть все. Практически в каждом банкомате есть Union Pay. Но я сам не снимал, у меня просто карточки Union Pay нет. Я когда был в Китае, у меня карточка была, потом там как-то я ей не пользовался, да. И вот на самом деле это такая проблема такая возникла с этими переводами. Не с переводами, а точнее то, что нет у тебя карточки здесь. Visa, MasterCard перестала работать, но как бы я проблему-то эту решил для себя. А вот многим-то, наверное, людям как бы это сложно это. Вот. Но есть вот варианты, там можно через криптообменники это все делать. Сюда как бы люди переводят деньги через криптовалюту. Так, давайте я сейчас еще отвечаю на вопросы. Так. Привет из Красноярска. Да, Красноярск тоже привет. Я уже передавал, наверное, я просто не посмотрел на этот на логин. Может быть, это еще люди из Красноярска. Так. Так, всем спасибо за хорошие слова. Погода, сейчас погода 35 днем. Но вот нет, последние, наверное, 4 дня прям вообще было прохладно. Ну как прохладно, ночью было 20-23. Это очень хорошо, когда ночью 23. А так постоянно с кондиционером. Я вот с кондиционером сижу. Без кондиционера здесь без вариантов вообще. Просто. Конкретно будет жарко. Днем очень жарко становится. Ну привыкаешь все равно. Главное, чтобы был еще какой-то ветерок. Если ветра нет и все. Но это Пномпень. На побережье, вот до побережья на самом деле здесь сколько? 200 километров. На побережье 30, все. А ночью 27. Так, ковидные ограничения я уже сказал. Нет, здесь никакие карточки не работают российские. Уже. Потому что Visa, MasterCard все не работает. А если Union Pay был бы у меня бы российский, то, конечно, бы он бы работал. Но у меня его не было. Уралу тоже привет. Так, друзья, я, планирую заканчивать уже эфир, потому что я уже тут приподустал, у нас уже просто 22:37. Вот. Всем спасибо за добрые слова. Буду снимать новые ролики. На самом деле, все очень сильно меня мотивирует. Меня мотивируют хорошие комментарии. Я вообще не думал, что я буду этим делом-то заниматься. Просто подумал, что Нету канала о Камбодже вообще. Ну, приезжали блогеры, снимали, уезжали, приезжали, уезжали. И вот они подснимают там что-то чуть-чуть. Плюс потом, когда я только начинал снимать вообще, там начинал себя продвигать, я все равно там платил за продвижение. Вот так могу сказать. И, кто-то мне там написал, да вот там лучше там, кого там, Комарова, никто там про Камбоджу не снимет, и все. Я только говорю, слушайте, ребята, ну я-то здесь живу, у меня-то возможности больше есть поехать, посмотреть. Там, понятное дело, что люди приехали, большие какие-то фильмы снимают, а Камбоджа не могут здесь находиться 2 недели или даже месяц, а я здесь нахожусь очень много времени. Меня это, конечно, сильно задело, я стал... Я вообще хотел сначала просто с камерой снимать и все.
А потом уже мне там друг посоветовал, там, дрон купи, блин, там, еще что-то возьми, петлички и все остальное, как бы, и пришлось даже ноутбук себе поменять. Я думал, что просто там буду кому-нибудь отдавать, что кто-то монтировал. В итоге я сейчас все монтирую сам. Пришлось купить ноутбук такой, который, чтобы мог, мощный, чтобы монтировал. И все. И как бы вот занялся этим вопросом. И я так могу сказать, что это в какой-то степени я веду социальный проект. Это социальный проект о Камбодже. Вот. Чтобы показывать людям, какая Камбоджа есть, что это такая страна с такими интересными людьми. Вот. Надеюсь, что как бы нравится. Да. Где-то, конечно, я там еще учусь, где-то какие-то ошибки допускаюсь, но в любом случае как бы стараюсь делать хорошее видео. Где-то, конечно же, есть какой-то прогресс. Я ведь видел, какие ролики у меня в ноябре только были, в конце ноября, это самые первые же ролики были. Вот. Так что вот такие вот у меня дела. Так, давайте сейчас отвечу на ваши вопросы, раз мы тут отвечаем. А у вас в доме кондиционеров не меньше быть? Есть кондиционер на всех этажах? Да, у нас, смотрите, получается, вот этот третий этаж, вот он кондиционер здесь висит, потом там 2 комнаты, на втором этаже там тоже есть кондиционеры, а вот на первом этаже кондиционера нет. Вот. Ну, там мы используем вентиляторы, потому что там на самом деле здесь такая проектировка домов, там на первом этаже просто двери, они как бы металлические, между них как бы есть щели, и там кондер как бы долго не устоит. И вот как бы я вот думаю, ставить его туда или не ставить, вот, но вот пока как бы мы туда его не ставим. Вот, а здесь как бы, конечно, здесь везде кондеры стоят. 3 кондиционера. Так, YouTube деньги не приносит. Не приносит точно. Ну, с расходами, которые, по крайней мере, есть на создание вообще видео и всякие поездки и так все остальное, не приносит. Это в большей степени, говорю, социальный проект про Камбоджу. Так, Фингерхарт. Я не понял, что такое Фингерхарт. Всего доброго. Спасибо за видео. Хоть и не оплачивают. Да, нет, там была монетизация. Я там ее установил, но она как бы она там такая достаточно небольшая. Вот. Достаточно небольшая. Если вы хотите поддержать канал, вы можете, знаете, как сделать? Смотрите его через VPN. Если у вас VPN есть, поставьте себе VPN. Вот это будет. Потому что если будете смотреть через VPN, YouTube будет думать, что вы, короче, в другой стране, и он тогда просто мне увеличит монетизацию. Вот и все. Ну, там какие-то символические деньги там приходили, я не знаю. До вот этого отключения, по-моему, вот по числу просмотров у меня, ну, там их еще не так много, где-то было, не знаю, там, долларов 120 или 130, что ли, в месяц, но все равно хоть сколько-нибудь. Вот. Поэтому Украине привет. Барнаулу привет. Да, про Барнаул уже много людей. Так. Давай стримы каждый вечер. Каждый вечер это много. Жесткий палец, Фингерхарт. Так, вот. Так что вот, да, вот я вот рассказал вам об этом своем проекте, как бы, да. А так у меня был YouTube-канал, у нас YouTube-канал есть у моей компании о работе с Китаем. Но это, опять же, кому это нужно, кому это интересно. Поэтому, если вдруг кому-то что-то нужно из Китая, соответственно, ну, по бизнесу. У нас розничного нет ничего. Если что-то нужно для бизнеса, то можно, в общем-то, все сделать и привезти в любую страну мира товар. Найти этот товар, проверить этот товар, закупить этот товар. Короче, вообще полностью весь комплекс услуг и отправить в любую точку мира. Вот. Ну, опять же, нужно по каждому вопросу смотреть индивидуально. Так что, если кому-то будет нужно, то это можно будет найти. Контакт, если что, можно через мой Инстаграм найти. Там есть сайт и все остальное. Вот. Так, ну что, все, да? Будем заканчивать, наверное, да, на сегодня. Вопросов больше нет? Я так полагаю. Да, я про визы, про все рассказал, да, уже рассказал. Так, может быть, жену и сына настойчиво учить знанию русского языка? Да вот смотрите, нет, сына-то 100%. Сына 100%. Вот, учить русскому языку. А Эпи, ну, она учила русский язык в России, когда была.
Учила, но он не очень тяжело давался. Может, она сама его так учила просто. Ну, очень тяжело. Она с преподавателем сидела, вот просто сидела преподавателем через день я просто преподаватель ее учил. Не я ее учил, а преподаватель. Профессиональный преподаватель, который был. Вот. Но она умеет говорить, умеет. Немножко. Как бы все равно у нее прогресс какой-то произошел. Вот. Но если мы вернемся сейчас опять, то опять будет там учить с преподавателем. Просто когда еще в среде находишься, но я с ней пытаюсь по-русски говорить периодически. Но это тоже сложно. Просто вот переходить, вот это вот, когда там... У меня вообще с ней язык такой, знаете, он такой свой, специальный. Специальный язык, который даже, может, никто не поймет. Потому что я с ней какие-то слова даже на кхмерском уже говорю, какие-то на английском, какие-то на русском. У нас вообще такой микс, и вот если со стороны кто-то послушает, он вообще может не понять, о чем они говорят. Что эти люди говорят, вообще ничего не понятно. Так что вот так. Так, все. Сегодня всех нас восьмевите очередь, да. Спасибо. Все, возвращаться не надо. Ну, решим, что делать там сами. Все, друзья. Всем большое спасибо, всех был рад видеть, всем большое спасибо за хорошие слова, за пожелания. Я работаю над новым видео. Ближайшее видео про водку-селедку выйдет очень веселое видео, выйдет вот буквально, может быть, даже завтра, если получится. Так что посмотрите, оцените, оставляйте комментарии, пишите. Чем больше комментариев пишите, тем лучше. Все комментарии мотивируют вообще очень сильно. Я как бы раньше к этому, вот, когда я смотрел там других блогеров, там не понимал, они там комментируйте туда-сюда. Очень сильно мотивирует вообще, мотивирует и все. Раньше, кстати, писали какие-то гадости, мне сейчас гадости практически не пишут. Не знаю. Там, короче, как-то их еще YouTube блокирует, я так и не знаю. Может, он блокирует гадости. Написали там разную ерунду, там такие. Да я как бы на них просто не отвечаю. Я так. Ну как, я даже отвечаю на гадости так позитивно. Все. Всем пока. До свидания. Прощаемся. Так, завершаем трансляцию.